Всем привет! Сегодня делимся впечатлениями по фильму «Яркое будущее». 2002 год, в главных ролях Дзё Адагири и Таданобу Асана. Режиссер Кийоси Куросава. Это не родственник Акиры Куросавы, это просто однофамилец. То есть это японский фильм. Плавно переходим от корейских к японским. Очень странный фильм. В чем странность? В поступках главных героев. Странный не значит хороший, не значит плохой. Хочешь понять почему и зачем, а ответа нет. Но фильм закончился, а ты продолжаешь думать о нем и смотреть. Было интересно. Вроде нудный, заторможенный, но хочется узнать, что же дальше. Я бы сказал, дело не только в главных героях. Там все странные, и сам сюжет тоже. Но в целом ощущения знакомые. Японское кино я много не смотрел, но в аниме, с которым я знаком чуть-чуть лучше, часто царит точно такая же атмосфера. Перед этим я посмотрела фильм с Джонни Деппом. Называется он «Во все тяжкое». Обычно говорят «во все тяжкие», но не в названии дело. Вроде тема серьезная, но никаких эмоций не вызвал этот фильм. Тема преждевременной смерти всегда грустная история. Но то ли герою было все равно. Особого сопереживания вся эта история у меня не вызвала. Не было какого-то отчаяния, остроты. Сытый Запад, даже ожидание смерти выглядит вполне себе пристойно. Или просто Депп сбитый летчик, не видать ему Оскара. Но вернемся к азиатскому кино. Итак, сюжет. Живут два друга, вместе работают. У одного есть отец, он будет в кадре. У главного героя, которого играет Дзё Адагири, есть сестра. Они оба снимают жилье, каждый по отдельности. У друга главного героя в аквариуме живет медуза. Она очень ядовита. И когда главный герой, однажды придя в гости, опускает руку в аквариум, друг предупреждает его об опасности. Япония вроде развитая страна, но в фильмах показана такая убогость. Жилье выглядит как сарай, во всем сквозит отчаяние, просто жизнь на грани выживания. Мне кажется, на самом деле именно в развитых странах жизнь часто такая. По фильмам, по рассказам знакомых, по собственным впечатлениям, в Японии, в Корее, в Европе напрочь отсутствует возможность вдохнуть полной грудью. Пояса всегда затянуты. Нормальное жилье стоит космических денег. Однажды на работе начальник попросил двоих друзей отвезти письменный стол к нему домой. Что они и сделали. Но жена начальника, да и он сам, никак не могли выбрать место для стола. И два друга были вынуждены таскать этот стол туда-сюда. В конце концов, все закончилось ужином. Жена спрашивает у подчиненных, какую музыку они любят слушать. И вообще, у меня сложилось впечатление, что он хочет с ними подружиться. И вскоре после этого начальник в нерабочее время приходит в гости к другу главного героя, который тоже находится в гостях у друга. Зачем он пришел? Во-первых, какая дружба между начальником и подчиненным? Во-вторых, начальник намного старше по возрасту. Мне этот момент совсем был непонятен. И когда начальник опускает руку в аквариум с медузой, главный герой порывается его предупредить об опасности, но друг пресекает этот порыв, почему тоже для меня осталось загадкой. На следующий день начальник вызывает к себе друга и заводит разговор о том, что медуза ядовитая и почему, дескать, он его не предупредил. И друг решает уволиться. Главный герой очень расстроился, узнав, что друг увольняется, и был зол, и, взяв палку, идет домой к начальнику, но там он обнаружил трупы начальника и его жены. Да не так все было. Он шефу дал диск послушать. Вечером ищет у себя диск, не находит и вспоминает, что отдал. Пошел забирать диск и по пути где-то увидел трубу, а не палку. Решение взять ее было каким-то спонтанным, никакой злости я не увидел. В этот день он получил премию, пошел в боулинг, там было закрыто. Вернулся домой и начал искать диск. Все. На следующий день друга арестовывает, он просит главного героя позаботиться о медузе, и последний соглашается. В это время главный герой сближается с отцом друга, у которого свой бизнес по ремонту старой техники, и главный герой помогает ему. А в это время друг главного героя в камере совершает самоубийство. Отец покойного как-то спокойно, без эмоций говорит с главным героем о смерти сына. У меня сложилось впечатление, что смертью друга был больше обеспокоен друг, нежели отец. Потом он начинает носиться с этой медузой, хотя до этого сам разбил аквариум в гневе, обвиняя медузу, что она первопричина всех бед. Позднее в городском канале этих медуз развелось столько, что люди стали страдать от них. В процессе общения отца и главного героя они пытаются выяснить, почему друг убил начальника с женой. Мне тоже это было непонятно. У них возникает конфликт. Пожилой человек пытается донести до молодого, что вся эта техника не старье со свалки, а осколки его прошлой жизни. И что он, Немура, так звали главного героя, пытается убежать от самого себя. А бежать-то некуда. Или будешь жить во снах, или угодишь в тюрьму.
Конфликт поколений. В финале показывают группу молодых людей, слоняющихся без дела, ищущих приключений. Им скучно жить, и у них нет сияющего завтра. В целом, я бы сказал, что молодежи не скучно, а просто они идиоты. Друг, который убийца, явно с психическими отклонениями. Он придумывает какую-то систему жестовых знаков, непонятно для чего. И даже главный герой, который сам странный, не может этого понять. Потом, правда, уже после смерти друга, главный герой по-своему интерпретирует это. Но насколько он это сделал правильно, для зрителя остается непонятным. А та группа молодых людей совершила преступление и потом вспоминала, что это было весело. Хорошо, хоть никто не пострадал. А одеты они в футболки с Че Геварой. Но у Гевары-то была конкретная цель и идеология. А ведь часто, почти всегда люди одевают футболку с его изображением, не понимая этого. Я по молодости тоже хотел такую, потом понял, что не соответствую. А сейчас ни за что не стану такое носить. Интересно, что я неоднократно в жизни сталкивался с именно молодыми людьми, которые создают подобное впечатление. Пустота в голове, дебильный взгляд, порой совершенно нелогичное поведение. Никаких интересов и устремлений. Но в моей реальности они выглядят всегда очень серо, одеты обычно, коротко пострижены, и волосы уж точно не покрашены. Здесь есть несоответствие, может в Японии по-другому, и я не знаю. Главный герой слушает музыку, но не может ответить толком, какая ему нравится. Хотя, возможно, он просто не хотел поддерживать разговор. Дома у него гитара, но ни разу не показали, чтобы он играл на ней. Зато он рассыпает по полу рис или что там было, не знаю. Опрокидывает аквариум и вообще психует по полной. Друг вообще сказал, что ничем не интересуется. Однако мы видим, что это не так. У него была медуза, содержать которую в неволе не так уж и просто. Тем не менее, это не помогло ему не съехать с катушек. В начале фильма главный герой Немура говорит, что раньше ему снилось светлое будущее, а сейчас ему больше не снятся сны. И действительно, я как зритель верю, что у главного героя завтра, если и наступит, то оно совсем не сияющее. А у его друга нет сияющего завтра, и вообще завтра для него никогда не наступит. И это при том, что на работе они продвигались. Зарплату им повысили, премию большую дали. То есть они были на хорошем счету. Для многих работающих это было бы поводом для радости. Главный герой размышлял, стоит ли подписывать договор. Вроде как хорошо, зарплата будет выше, но он словно не понимал, зачем ему это. А друг просто отмахнулся, не желая напрягаться обдумыванием этого вопроса. И действительно по себе знаю, что радость от таких вещей сомнительна. Наверное, потому что это не может радикально изменить твою жизнь. Но таких, как они и я, мало. Обычно все радуются прибавке и повышению, даже если придется больше работать. Пессимистичный, странный фильм. Но вопрос, что же дальше, незаметно приводит тебя к финалу. Не скучный, хотя и монотонный. Когда готовился обзор, я случайно увидела ролик о том, что глобальное потепление привело к нашествию медуз. Они портят электростанции, корабли на атомных реакторах. Одно из названий — «Осторожно, медузы». Не думаю, что авторы фильма были озабочены проблемой медуз. Я там не увидел второго названия. Возможно, это придумали переводчики. Или просто рабочее название. Медузы активно движутся, но скорости перемещения у них нет. И в целом они создают инертное впечатление. При этом они жалят. Герои фильма тоже инертны, при этом один из них убийца, второй тоже вроде как намеревался совершить убийство, а группа подростков разгромила офис и украла деньги. Может, проводится аналогия между людьми и медузами? Люди плывут по течению, они потенциально опасны и при этом активно плодятся. А может, медузы нужны, чтобы сюжет был немного живее. И вообще все в фильме вызывает вопросы. Автор постоянно заставляет зрителя думать, зачем. Может, медузы тоже для этого. Мне кажется, суть такова. Когда живешь самой обыкновенной жизнью, в ней в принципе не может быть ничего хорошего. Просто не все это понимают. Или некоторые не могут заставить себя радоваться простым мелочам. Вот не могут и все. И сойти с ума от такой жизни можно легко. Только сейчас меня осенило, что суть конфликта в том, что не надо вторгаться в чужеродное пространство. Если бы начальник не лез к ним со своей дружбой, а люди не тревожили бы медуз, никто бы не пострадал. Наверное, так. Все, всем пока. Пока.